Когда мне исполнился 61 год, я взял в жены свою первую любовь. Но в первую брачную ночь, едва Сара вошла в спальню и ее халат чуть сполз с плеча, меня пронзили ужас и отчаяние. То, что я увидел, оказалось слишком тяжело для спокойного сердца. Друзья, здравствуйте. Подарите себе несколько минут тишины. Хочу рассказать вам историю, которая, возможно, поможет иначе посмотреть на возраст, на шрамы и на любовь. Меня зовут Давид. Моя жизнь похожа на потрепанную книгу. Яркие страницы давно прочитаны, а оставшиеся иногда кажутся блеклыми и пустыми. Моя первая жена, Марина, ушла 7 лет назад. Рак груди. Сначала казалось, что его удалось остановить, но потом болезнь вернулась так стремительно, что ни врачи, ни наши слезы, ни ночные молитвы уже не могли ничего изменить. 3 месяца я спал на раскладушке рядом с ее больничной койкой. Слушал ее тяжелое дыхание, держал за руку. Просыпался от того, что она даже во сне пыталась нащупать мои пальцы, как будто так держалась за жизнь. В последний день Марина почти не говорила, только смотрела на меня и слабо сжимала ладонь. К вечеру ее глаза закрылись и больше не открылись. С тех пор я живу один, в нашей двухкомнатной квартире в старой хрущевке на окраине города. 4-й этаж, вид на детскую площадку и тонкую полоску березовой рощи. Когда-то, много лет назад, когда мне, как молодому специалисту, дали эту квартиру от завода, мы с Мариной были на 7-м небе от счастья. Теперь каждый угол здесь хранит ее голос. Как она возилась на кухне, ругалась на скрипучий шкаф, смеялась над сериалами. А еще в квартире живет тишина. Не мягкая, уютная, а звенящая, такая, от которой иногда сводит виски. По привычке я включаю телевизор, даже если не смотрю, просто чтобы в комнате звучали чужие голоса. Каждый вечер часов в 7 завариваю крепкий чай в старом стакане с подстаканником, достаю из шкафа печенье, которое любила Марина, и сажусь у окна в продавленное кресло. Смотрю, как за окном загораются окна, как мама увозит детей из площадки, как подростки катаются на скейтах возле новенькой спортплощадки. Чужие жизни спешат, бурлят, что-то строят. А я как будто застрял между прошлым и настоящим, и не очень понимаю, есть ли у меня будущее. У меня 2 детей. Дочь Инна приезжает примерно раз в месяц, привозит пакеты с продуктами, лекарства от давления и суставов, немного денег. У нее муж, ответственная работа, 2 подростков. «Пап, извини, я ненадолго. У нас сегодня опять совещание, да и у сына соревнования». Руслан задерживается чуть дольше. Иногда даже смотрит со мной футбол, но все равно поглядывает на телефон. У него своя фирма, звонки, встречи, контракты. Я не виню ни Инну, ни Руслана. У них своя жизнь, свои заботы. Когда-то и я был таким же. Вечно занятым, все время потом, и не успел заметить, как стареют родители. Тот день был затяжным, осенним. Дождь барабанил по стеклу, город за окном превращался в размытую акварель. Я включил компьютер, старенький, но еще живой. Руслан однажды настоял: «Папа, давай осваивайся хоть немного, я зарегистрирую тебе почту, поставлю Одноклассники, так будем на связи, даже если у меня совещание». Я нехотя согласился. Вот и в тот вечер листал ленту, фотографии внуков, дачи, коты, открытки с блестящими рамками и пафосными цитатами о жизни. И вдруг, среди рекомендаций, я увидел ее. Сара Софиуллина. В девичестве Миронова. Сердце словно споткнулось и потом понеслось вскачь. Я даже расстегнул ворот рубашки, стало тяжело дышать. Сара. Моя первая, настоящая юношеская любовь. Мы учились в параллельных классах обычной школы. Я приходил пораньше и ждал ее у ворот, просто чтобы 5 минут пройти рядом. Ее темные волосы, заплетенные в косу. Большие глаза, светлая кожа. Улыбка, тихая, теплая, от которой исчезали все формулы и даты из головы. Я носил ее тяжелый портфель, срывал сирень у школьного двора,
Провожал до дома, делая крюк в 2 километра, лишь бы подольше идти рядом. Иногда мы ходили в кино на индийские фильмы в единственный районный кинотеатр. Она плакала над героинями, а я тайком смотрел на нее и думал, что красивее человека не бывает. Мы мечтали поступить в один город, виделись вместе в общей квартире-корабле, как ходим на танцы, делим студенческие пирожки, но ее родители были против. Для ее отца, уважаемого начальника, я был простым парнем из простой семьи. Сару отправили учиться в другой город, а через год выдали замуж за хорошую партию, инженера Самира, старше ее с квартирой и машиной. Последний раз, до нашей большой разлуки, я видел ее на автобусной остановке. Она стояла под дождем без зонта, прижимая к груди букет бледно-розовых гвоздик, своих любимых, и плакала. Я стоял на другой стороне дороги, насквозь мокрый, и не нашел в себе смелости подойти. Что я мог предложить? Общежитие, стипендию и неясное будущее. Жизнь разбросала нас в разные стороны. Я женился на Марине, мы работали, растили детей, получали мебель в рассрочку, копили на машину, ездили летом на море. Обычная жизнь. Не идеальная, не сказочная, но наша. И вот теперь, спустя больше 40 лет, я смотрел на фотографию женщины с теми же глазами. Только в уголках прибавилось морщинок, а в уложенных волосах серебрилась седина. Палец дрожал над кнопкой «Добавить в друзья». «Старый смешной», — подумал я, — «кому ты нужен со своими школьными воспоминаниями?» И все равно нажал. Через час пришло уведомление. Сара приняла заявку. А еще через 10 минут — сообщение. «Давид, это ты? Не могу поверить, столько лет прошло. Как ты? Как твоя жизнь?» Мы начали переписываться. Сначала осторожно, будто пробуя лед, а потом все смелей. Оказалось, что 5 лет назад она овдовела. Ее муж Самир умер от обширного инфаркта прямо на работе. Сын Камиль живет в другом городе, приезжает редко. Она живет одна в 3-комнатной квартире в центре, в окружении книжных шкафов и горшков с фиалками на подоконниках. Через 3 дня переписки мы созвонились. Ее голос стал чуть ниже, чуть хрипловатым, но в интонациях я услышал ту же мягкость, что и в юности. 2 часа мы говорили о детях, внуках, здоровье, книгах, кино. Я сидел в своем продавленном кресле у окна, а чувствовал себя 17-летним мальчишкой у школьных ворот. Еще через неделю мы договорились встретиться. В маленьком кафе в центре города. 2 людей, которым давно за 60, с трясущимися в руках чашками чая и сердцами, которые почему-то снова научились волноваться. Сара вошла в кафе ровно в назначенное время. Синее платье, простой воротничок, аккуратная прическа, нитка неброского жемчуга на шее. Да, морщин стало больше, да, фигура изменилась, но я узнал бы ее из 1000. Мы сидели у окна, пили чай, ели пирожные и не могли наговориться. Оказалось, она часто думала обо мне в трудные моменты жизни. Представляла, как сложилось бы все, если бы тогда она не подчинилась воле родителей. Когда мы вышли из кафе и пошли по осеннему парку, листья шуршали под ногами, в воздухе пахло дымком. Я взял ее за руку. Теплая рука с выступившими венами, но для меня она была прекраснее любой юной ладони. В какой-то момент я набрался смелости и сказал: «Знаешь, Сара, может, нам правда дали 2-й шанс?» Она остановилась, посмотрела на меня, будто пытаясь разглядеть под морщинами того мальчишку из школы. «В молодости нам кажется, что времени море», — тихо ответила она. «Все откладываем на потом, а потом оглядываемся и понимаем, что половина жизни ушла на чужие решения и на страх. Я больше не хочу откладывать». Так начались наши встречи. Я возил ее в поликлинику, в магазин,
Просто катать по городу. Мы ходили в кино на дневные сеансы, гуляли по набережной, долго сидели на кухне с чаем. Я видел, как ее глаза светлеют, как лицо становится мягче, как в голосе появляется легкая смешинка. Через месяц наши дети уже знали обо всем. Инна по телефону только рассмеялась. «Пап, ты даешь! Но честно, я за тебя рада. Лучше поздно, чем никогда». Камиль, сын Сары, отнесся настороженнее. Звонил каждый день, расспрашивал. Жаловался, что мама теперь все время занята. Сара злилась. Всю жизнь жила ради него, а теперь вдруг не имею права на свое счастье. Однажды вечером мы сидели у меня на кухне, пили чай, слушали радио. Я смотрел на нее, на ее мягкий профиль, на усталые, но светлые глаза и понял, что больше не хочу отпускать ее в пустую квартиру в центре города. «Сара, давай не будем играть в юношеские романы», — сказал я. «Переезжай ко мне, или я к тебе. Главное — быть рядом. У нас не так много времени, чтобы притворяться и соблюдать чьи-то приличия». Она помешивала чай, долго молчала, а потом подняла на меня глаза и выдала. «Знаешь что, Давид, давай поженимся. По-настоящему. С кольцами, с документами. Я хочу быть твоей женой, а не просто женщиной, которая иногда остается ночевать». Я сначала даже рассмеялся от неожиданности. 61 год, дети, внуки, и вдруг предложение. «Я согласен», — сказал я. «И совсем не важно, кто первым произнес эти слова. Важно, что мы оба этого хотим». В ЗАГСе на нас смотрели, как на редких гостей. Молоденькая сотрудница оформляла документы, улыбалась. Как романтично, столько лет спустя. Сара только пожала плечами. «А что, нам уже нельзя влюбляться?» Нам назначили дату — 10 ноября. Поздняя осень, почти зима. Но внутри у нас по-настоящему цвела весна. Свадьбу решили сделать скромной, только дети и пара близких друзей. Сара выбрала платье цвета слоновой кости, элегантное, с кружевным верхом и мягкой юбкой до середины икры. Соседка-портниха, тетя София, подгоняла его по фигуре, ахала: «Сара, вы будете самой красивой невестой». Со мной было сложнее. Старый костюм давно стал тесен. Инна повела меня в магазин. Мы с продавцом выбрали темно-синий костюм, белую рубашку, бордовый галстук. Когда я посмотрел на себя в зеркало, из отражения на меня смотрел мужчина, который вдруг снова поверил, что жизнь на этом не закончилась. За 2 дня до свадьбы прилетел Камиль. Я волновался перед встречей. Все-таки я собирался стать мужем его матери. Камиль оказался высоким, серьезным, чем-то похожим на Сару. Пожал мне руку, внимательно посмотрел. «Мама давно не была такой живой. Наверное, это ваша заслуга, Давид». Лучшего признания мне и не нужно было. В день свадьбы я приехал в ЗАГС пораньше и ждал у входа, переминаясь с ноги на ногу, как мальчишка. Когда машина остановилась и Сара вышла, у меня перехватило дыхание. Платье, палантин, аккуратная прическа, глаза сияющие, как у девушки. «Ты самая красивая невеста», — сказал я тихо. «А ты мой самый красивый жених», — ответила она и взяла меня под руку. Церемония была короткой и трогательной. Когда мы обменялись кольцами, у меня дрожали пальцы. На маленьком банкете на набережной Руслан поднял бокал. «Папа, Сара, за вас, за то, что вы живой пример. Любовь не спрашивает паспорт и не смотрит на возраст». Я смотрел на наши руки с кольцами, на детей, которые улыбались, на Сару, у которой в глазах стояли слезы, и думал, что судьба все-таки иногда возвращает то, что казалось навсегда потеряно. Вечером, когда гости разошлись, мы поехали в мою квартиру. Теперь уже в наш общий дом. Сара несла небольшую сумку с вещами, остальное Камиль обещал привезти на следующий день. Свою квартиру она решила продать, оставив только книги, фотографии и фиалки. У лифта она прижалась ко мне плечом. «Не верится, что я снова невеста. В таком возрасте». «Веришь в судьбу?» — спросил я, обнимая ее. «После всего, что было, да», — ответила она. «Иначе как объяснить, что через столько лет мы снова вместе?» Я открыл дверь. Сара улыбнулась.
Ну что, жених, понесешь невесту на руках? Боюсь, спину сорву, рассмеялся я, но в сердце носить обещаю. Она шутливо стукнула меня по плечу и переступила порог. Я еще не знал, что в нашу первую уже брачную ночь увижу то, о чем она молчала всю жизнь, и что именно это видимое станет самой главной проверкой моей любви. Поздно вечером Сара решила принять ванну с пеной. Сказала, как будто между делом: всю жизнь смотрела в фильмах, как женщины лежат в ванной с пеной и свечами, и думала: у меня так никогда не будет. Самир считал это пустой роскошью. «Значит, пора наверстовать», — ответил я. Я набрал горячую воду, нашел в шкафчике подарок Инны, пену с запахом лаванды, которой Марина так и не успела воспользоваться. Налил пену, вода побелела, ванная наполнилась мягким ароматом. «Ваша ванна готова, мадам?» — пошутил я, зажигая маленькую свечку. Сара рассмеялась и закрыла за собой дверь. Я вернулся на кухню, допил бокал вина, слушал, как в ванной шумит вода, а потом как затихает. Минут через 20 я пошел в спальню. Переоделся в пижаму, расстелил постель, положил на край кровати чистое полотенце. Когда Сара вошла, от нее пахло лавандой и чем-то теплым, чистым. На ней был легкий халатик на тонких бретельках. Щеки чуть розовые от горячей воды, волосы влажные. Она подошла к зеркалу, сняла полотенце с плеч, поправила волосы. Халат чуть соскользнул. И я увидел. На ее плече светлые полосы, старые, неровные, пересекающие кожу. Такие же на другом плече, на части шеи. Я не сразу понял, что это, а потом будто провалился внутрь себя. «Сара, это что?» Она вздрогнула, торопливо натянула халат повыше, отвела взгляд. «Ничего. Старые истории». Но я уже понял, что это не ничего и не просто так. Я подошел медленно, чтобы она могла отстраниться, если захочет. «Можно?» — спросил я, едва касаясь ткани. Она долго молчала. Потом тихо кивнула. Я осторожно отодвинул халат на плече. Вся ее спина была как карта боли. Тонкие рубцы, похожие на следы от ремня. Шире, как от удара в чем-то тяжелом. Где-то отмечены похожие на ожоги. Горло перехватило. Глаза щипало. Сара быстро запахнула халат, отошла к окну, обхватила себя руками. «Я не хотела, чтобы ты это видел. Всю жизнь слышала. Это позор, об этом молчат. Я надеялась, что мне удастся спрятать это от тебя». Я подошел, осторожно положил руки ей на плечи. Она чуть напряглась, но не оттолкнула. «Это Самир?» — спросил я тихо. Долгая пауза. Потом она кивнула. И словно внутри нее что-то щелкнуло, и потекла бругая. Тяжелая, горькая, но честная часть истории. Она рассказывала, как после свадьбы первое время все было нормально. Потом появились крики, затем толчки, сильные рывки за руку, как однажды из-за разбитой чашки он впервые поднял на нее ремень. Как потом любое недовольство заканчивалось уроками. Как она прятала синяки под закрытой одеждой, стеснялась коллег, выдумывала истории про неудачно повернулась и стол задела. Как боялась уйти, с маленьким ребенком, без поддержки, с квартирой, записанной на мужа. Как однажды Камиль попытался ее защитить, встал между ними, и Самир ударил уже сына. После этого Сара решила молчать, терпеть. Делать вид, что все терпимо, лишь бы сын не видел этого. Я слушал и чувствовал, как внутри поднимается ярость на мужчину, который должен был защищать, но годами ломал. «Я не сильная, Давид», — горько усмехнулась она. «Сильные не терпят так долго. Я просто боялась». «Нет, Сара», — сказал я. «Слабые ломаются. Ты выстояла. Вырастила сына, не разучилась любить. Это и есть сила». Самое страшное признание прозвучало тише шепота, когда у него однажды схватило сердце. Я не сразу вызвала скорую. Несколько минут просто смотрела, как он бледнеет. И знаешь, я не чувствую вины. Я встретил ее взгляд.
Ты не должна ее чувствовать. Он сам выбрал, как с тобой жить». Она заплакала. Негромко, а как человек, у которого наконец сорвало крышку с давно застывшей боли. Я просто держал ее, гладил по волосам, пока дыхание не стало ровнее. В ту ночь я дал себе слово: пока я жив, никто больше не причинит ей боль. Утром Сара вела себя так, будто ничего не произошло. Приготовила завтрак, поставила на стол тарелки, но в ее движениях была легкая осторожность, будто она ждала, что я посмотрю на нее иначе. Я подошел, обнял ее, поцеловал в висок. «Доброе утро, жена». Она улыбнулась, так как улыбаются, когда с плеч снимают невидимый камень. «Спалось лучше, чем за многие годы», — сказала она и, наконец, выдохнула. День был обычным. Мы обсуждали, какие занавески повесить, куда переставить шкаф, когда поехать за овощами на рынок, но между нами уже не было тени. Ее тайна больше не стояла стеной между нами. Вечером, когда мы сидели в гостиной, по телевизору шла старая комедия. Сара взяла пульт, выключила звук, повернулась ко мне. «Давид, если тебе тяжело, после всего, что ты услышал и увидел, если ты хочешь все переосмыслить, я пойму. Правда». Я взял ее за руки, посмотрел прямо в глаза. «Сара, послушай меня очень внимательно. Я люблю тебя всю. Не несмотря на, а вместе с твоими шрамами, с твоей историей, с твоим прошлым. Эти шрамы не позор. Это следы битв, которые ты пережила. Это доказательство, что ты выжила». В ее глазах было все сразу. Страх, надежда, неверие, благодарность. «Ты правда так думаешь?» «Правду. Для меня ты не женщина со шрамами. Ты человек, который прошел через ад и не потерял способность любить. Это редкость. И это ценнее любой гладкой кожи». В ту ночь я касался ее иначе. Не боясь, не торопясь, бережно. Как будто каждую неровность кожи можно поцеловать так, чтобы хоть немного стереть память о боли. Я видел, как в ее взгляде что-то меняется. Уходит давний стыд, отступает страх. Появляется принятие и к себе, и к нам. Утром солнечный луч пробивался сквозь занавеску и золотил ее седые волосы. Сара спала спокойно, раскинув руки, как человек, который, наконец, перестал ждать удара. Я тихо встал, пошел на кухню, включил радио, запел вполголоса старую песню, жарил яйца, делал тосты, заваривал свежий кофе. По дороге заглянул к бабушке во дворе, купил скромный букет полевых цветов. Когда Сара вошла на кухню, я поставил перед ней чашку кофе и цветы. «С добрым утром!» — сказал я. «Как спалось?» «Сладко!» — улыбнулась она. «Как никогда в жизни!» И я понял. В 61 год я наконец узнал, что такое настоящая любовь. Не юношеская буря, не слепая страсть, не красивые обещания, а то тихое глубокое чувство, когда человек с тяжелым прошлым садится за твой стол, берет из твоих рук чашку кофе и верит, что теперь его никто не ударит ни словом, ни делом, что теперь он дома. По-настоящему.